Ты мальчик или мужчина? Когда дело доходит до жестоких реалий, становление мужчины и возраст не имеют ничего общего. Сложно превратиться из мальчика в мужчину, но современное общество делает это еще труднее. Современное общество пытается феминизировать мальчиков с самого раннего возраста. Возможно, общество тебе тоже промыло мозги. Может быть, ты даже поверил в то, что мужчина должен быть более женственным и мужественность токсичной. Подумай об этом. С тех пор, как ты был маленьким мальчиком, тебе говорили, что мужские черты это плохо. Задумайся, если все твои учителя были женщины, и если ты не вел себя как девочка в классе, это значит, что ты плохой как мальчик. Если ты конкурентоспособен, ищешь вызовы, и у тебя полно энергии, тебя начинают стыдить и ругать за это. В то же время, для того, чтобы мужчина был конкурентен, ему необходимо обеспечить и защитить эти черты. Если ты подавлял свои естественные желания с тех пор, как ты себя помнишь, путь к очищению промытых мозгов будет нелегок. Но поверь мне, это будет стоить того. Больше видео об этом будет сделано в будущем, поэтому ты знаешь, что нужно сделать. Теперь, даже если ты не поддаешься на ложь общества, этого все еще недостаточно, чтобы превратить тебя из мальчика в мужчину. Девочки становятся женщинами, достигая физической зрелости, но мальчики должны пройти тест. Мужчины несут бремя тяжелого труда. Если ты не показываешь себя ни в одной области жизни как мужчина, мир будет относиться к тебе как к никчемному низкоранговому мужчинке. Женщина может быть красивой, и мир будет относиться к ней как к бриллианту. Ценность – это ее красота. Для мужчины это не главное, ты должен приступить к работе и создать свою собственную ценность. Это безжалостная реальность. Однако ты должен рассматривать это с хорошей точки зрения. Это означает, что независимо от того, кто ты можешь возвести себя до высокорангового мужчины. Обрати внимание на мужчин, которых ты действительно уважаешь. Задай себе вопрос, что заставляет тебя их уважать? Навыки, решение проблем, способность справляться с невзгодами, мужество, уровень дисциплины или лидерства. Все, что заставляет тебя уважать их как мужчин, не имеет ничего общего с возрастом. Давай обсудим 4 важные вещи, которые делают из мальчиков мужчин. Первое. Ответственность. Мальчикам нравится делать все, что они хотят или чувствуют, и часто обвиняют других людей за результат в их жизни. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, им проще пожаловаться на проблемы и предстать в роли жертвы. Настоящий мужчина понимает, что всегда есть ответственность, которую нужно нести. Даже если другой человек обидит тебя, все еще существует выбор, за который нужно нести ответственность. Например, ты мог бы игнорировать тревожные сигналы. В 9 из 10 случаев в жизни мы не жертвы обстоятельств, но через наш собственный разум ты берешь на себя ответственность за свои проблемы и за свою жизнь. Мы там, где мы есть в жизни не благодаря другим людям, а из-за нас самих. Второе. Делать вместо того, чтобы говорить. Мы все знали друга, который берет на себя слишком много. Хвастается тем, со сколькими девчонками он переспал, сколько у него денег и как он умеет драться. У этого парня всегда есть несколько красивых историй в рукаве. Для того, чтобы стать дамским угодником, стать финансово свободным или стать хорошим бойцом, нужно усердно работать. Мальчики выбирают простой способ проб и достижения желаемого статуса, и они это делают через хвастовство. Этот статус не настоящий, и любая реальная ситуация всегда покажет это. Настоящий мужчина знает, что разговоры дешевы, и что действия говорят громче слов. Знать, когда держать рот на замке, уметь опустить голову и работать в тишине, не дыша ни единым мускулом. Третье. Непреодолимо для многих людей. Перестать играть в видеоигры и дрочить. Видеоигры могут быть потрясающими. Однако ты должен знать, что они созданы чисто из ваших внутренних желаний. Как мужчина, почему ты считаешь абсурдным такое количество мальчиков и мужчин, которые так увлекаются видеоиграми? Вызов, соревновательный статус, завоевание – основа любого продающего видео. Игра заключается в том, чтобы играть с человеческой природой человека и желаниями. Эти достижения являются фейковыми. Ты потеряешь себя в видеоиграх, которые поглощают твои амбиции и жизненные силы. Еще один способ потерять себя в ложной реальности – это дрочка на онлайн-контент. Фальшивое завоевание. Ты не участвуешь в процессе, это другие люди.
Ты не подходил к противоположному полу, и ты не действуешь сам. Многие знают о том, что мужчины заканчивают эректильной дисфункцией, как побочный эффект от мастурбации. Номер 4. Контролируй свои эмоции. Мальчики часто делают то, что им вздумается. Мужчины делают то, что им нужно, независимо от того, нравится им это или нет. Мы живем в обществе, где оно очень старается заставить мужчин добиваться любви женщин. Общество часто говорит мальчикам и мужчинам выражать свои чувства, прислушиваться и раскрываться. Понятие жестокости или быть мужчиной трактуется как токсичное, однако нужно прояснить несколько понятий. Мужчины и женщины часто выражают эмоции по-разному. Когда женщина открывается и перестает подавлять свои эмоции, они говорят о своих чувствах и могут плакать. Когда говоришь мужчинам перестать подавлять свои эмоции и прислушиваться к чувствам, вы можете напасть на кого-то во время словесной перепалки, потому что ты слушаешь свои чувства. Эмоциональный контроль является одним из самых фундаментальных основ мужественности. 99 американских школьных стрелков родом из домохозяйств с матерями-одиночками. Раньше отцы наводили дисциплину и порядок в доме. Сейчас же с ростом безотцовщины в обществе через поощрение мальчиков просто слушать свои чувства, ужасные последствия могут прийти очень быстро. Это не значит, что ты держишь все свои чувства на замке. Если есть серьезные проблемы, ее нужно обсудить с твоими братьями и друзьями. Можешь выпустить пар в тренажерном зале. Сначала нужно оторваться от ситуации и посмотреть на нее объективно. Чаще всего все не так трагично, как мы сами себе представляем. Лучшие мужчины, которых ты когда-либо встречал, имеют полный контроль над своими эмоциями. Многие мальчики начали ходить в спортзал и построили фантастически сильное телосложение из-за гнева. Над многими из них издевались. Это отличный пример эмоционального контроля и использования его в продуктивном русле. Имея в виду это знание, ты будешь шокирован тем, каким потенциалом ты на самом деле обладаешь. Чести и удачи!